Вот, Литейный проспект. Смотрите, здесь можно ездить по трамвайным путям. Это же просто кринж. По трамвайным путям нужно запретить ездить. А если кому-то мало полос, то пересаживайтесь на общественный транспорт. Всем привет, дорогие друзья! За моей спиной второй троллейбусный парк города Санкт-Петербурга, из которого с минуты на минуту должны выехать ретро-троллейбусы. Мы приехали сюда, чтобы сфотографировать все это добро. Сегодня ретро-фест. Ребята, наконец-то я сюда приехал. С вами Игорь Абросин, канал Блога ЖД Фотографа. Сегодня будет очень интересное видео, я надеюсь, вам понравится. И сейчас можно видеть, что за воротами парка стоят разные БКМы, но вот старых троллейбусов пока не видно, хотя утверждается, что они где-то на территории, и скоро все колонны поедут. И мы с ребятами сейчас поедем по Арсенальной улице, выберем там хорошую локацию, потому что здесь, конечно, интересно, но не знаю, вам как локация? Как тебе локация? Как тебе локация? Питер прекрасен всегда. А как тебе вот эта локация, чтобы сфоткать? Я начинающий фотограф. Вот. Мама еще не знает, что я этим занимаюсь. Удивительным образом здесь нету толпы других фотографов. Кому я буду продавать свои открытки, если не вам? Поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте классный набор открыток с транспортом моего собственного производства. Никакого скачанного барахла с СТТС, а только авторский контент. Пока что выехали только 3 троллейбуса, где все остальное не очень понятно. Ими даже не пахнет. Вот уже начался выезд обычных троллейбусов. Сейчас мы вот этот БКМ сфотографируем и поедем дальше по маршруту. За трамваями. Плюсик в карму Санкт-Петербурга. Приподнятый пешеходный переход. Правда, он не только приподнятый, но и раздолбанный и не соединен с тротуаром, то есть там дырка. Но это хотя бы создает замедление трафика. Хотя вообще-то переход должен быть соединен с тротуаром в одном уровне, а не с дыркой, как здесь. В музее городского транспорта Петербурга есть огромнейшая коллекция троллейбусов. У них есть грузовые КТГшки, мои любимые, с которых начиналось мое увлечение троллейбусами. У них чего только нет, все не перечислить. Но почему-то на сегодняшнем параде ретро-троллейбусов было всего 3 троллейбуса. Мы их сфотографировали на выезде из депо и все. И приехали сюда, на Кронверский проспект, потому что здесь проходит колонна ретро-трамваев. И сейчас будет небольшой обзор локации, которая называется остановка Веденская улица. Мы выбрали ее потому, что только здесь, на всем Кронверском проспекте, можно сфотографировать трамвай со стороны дверей. Не знаю почему, но я люблю фотографировать трамваи со стороны дверей. Итак, поехали. Обзор локации. Здесь есть вот такой замечательный парк. Зачем-то там вдоль аллей заборчики установлены, непонятно зачем. Зачем-то заборчик установлен вот здесь, как будто бы кто-то захочет падать специально туда. Мне кажется, можно было бы здесь сделать живую изгородь, но ладно. Дальше, сам Кронверский проспект. Это, конечно же, чудесная петербургская архитектура. Например, вот это модерн. Вот это не уверен, что это за архитектура. Может быть, модерн, может быть, конструктивизм. Пишите в комментариях, если знаете. Но это 100 пудов модерн. Трамвайная линия здесь идет сбоку. Здесь такая вот брусчаточка, как видите. И узенькая проезжая часть. Одностороннее движение с кучей парковок. А вон наша Kia Rio стоит, на которой мы катаемся. И все бы ничего, да только вот остановка тут максимально некрасивая и абсолютно неуместная для съемки ретро-трамваев. Хотя это, конечно, хорошая остановка, но здесь была бы уместная какая-нибудь ретро-остановка. Но это уже мои больные фантазии, вы можете с ними не согласиться. И небольшое дополнение к обзору локации. Вот смотрите, Санкт-Петербург — это не просто город, наполненный историческими достопримечательностями, это просто одна большая историческая архитектурная достопримечательность. Тем не менее, местные дорожники все равно решили ее изуродовать. Вот смотрите сами, здесь просто целое море дорожных знаков. Вот смотрите, 1, 2, 3 знака, обозначающих зебру. Во-первых, это встречка. То есть вы хотите сказать, что если автомобиль поехал по встречке, ему будет дело до этих знаков? Зачем их 3? Зачем вообще они здесь нужны? Зачем они в каемке? Дальше. Вот это вот въезд по правильной стороне, но здесь тоже зачем-то 3 знака. Неужели одного не хватило бы?
Зачем здесь 1, 2, 3, 4, 5 знаков? Для кого столько, учитывая, что автомобили вот сюда ехать все равно не могут, то есть вот эти знаки, по сути, никому не нужны. Или вы думаете, что автомобиль, поехавший вот так вот по встречке, будет смотреть на вот эти знаки, если он под кирпич уже проехал? Возвращаясь к вот этой улице, зачем вот эта штука стоит здесь? Без нее что, непонятно, что ехать нужно в правый проезд, а не в левый? И зачем здесь кирпич? Непонятно, что сюда ехать нельзя? Для кого все эти знаки? Давно пора это барахло убирать из центра городов, потому что оно только уродует архитектурный облик города и мешает делать классные фотографии. Вот такая вот замечательная локация. Ну а теперь к делу. Трамваи должны были выехать в 9 часов утра с места дислокации. Но мы приехали сюда без 10:09 и сразу же сфотографировали 3 вагона. Сначала проехал трамвай «Браш» 1926 года выпуска. За ним красавчик ЛМ-49 50-го года выпуска. А потом ЛМ-68. Не помню, какого года выпуска. Вот этого. И все. А где все остальные трамваи? Не хотелось бы уезжать из Петербурга с 3 ретро-трамваями, при том, что здесь просто гигантская коллекция ретро-трамваев. Переходим к новинкам трамвайного мира Санкт-Петербурга. Эта неземная красота называется Достоевский, он же 71431R. Буква R означает ретро, ну он же сделан в ретро-стиле. Эта неземная красота строится в Екатеринбурге на заводе Уралтрансмаш. А появились они в 2024 году, то есть это прям супер-мега свежак. Трехсекционный, двухсторонний, низкопольный трамвай с замечательным дизайном. Некоторые люди говорят, что зачем платить за дизайн, типа такой трамвай стоит дороже. Ну лично мне абсолютно фиолетово, он просто обалденно классный. А это младший брат Достоевского, Довлатов, 71421R. По стилистике точно такой же, но размером поменьше. Достоевский трехсекционный, а этот двухсекционный, а также у него нет второй кабины управления. А еще у этого вагона довольно странная конструкция. Дело в том, что в нем есть узел сочинения, который как бы предназначен для увеличения пассажировместимости. Стоило ли городить такую сложную конструкцию, чтобы удлинить вагон на длину этой конструкции? Пишите ваше мнение в комментариях. Так и не дождавшись других исторических трамваев, мы уехали с Кронверкского проспекта и сейчас двигаемся на Большой проспект Васильевского острова, чтобы сфотографировать колонну всей остальной техники, то есть автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. Надеюсь, что хотя бы автобуса будет не 3 штучки. И очень хотелось бы встретить там ХЭС из Великого Новгорода. Он мне очень понравился, и я с удовольствием сфотографирую его еще раз. Ух ты, какой красивый там едет Волгобас 4298. Какие в Питере красивые автобусы. И самое главное, разнообразные. Не знаю, это какой-то красивый ЛиАЗ-5292. Мы немножко облапошились, а если точнее, то не немножко, потому что мы проворонили колонну автобусов. Она поехала немножко раньше, чем ожидалось, и таким образом мы просто видим их на горизонте, когда уже было поздно куда-то рыпаться. И потом мы уперлись в перекрытие, и автобусы от нас благополучно уехали. Поэтому сейчас мы, по всей видимости, едем уже на конечную точку их маршрута, и там уже будем пытаться что-то сфотографировать в толпе. Специальная фотографическая операция провалилась полностью. Вон она, колонна ретро-техники, вон они едут, красавцы-автобусы, а мы стоим здесь на светофоре, как лохи, и не можем ничего с этим поделать. Вон едет чудесный волжанин, проехали уже другие автобусы, вон какая-то хлебовозка, МАЗ-103 со старой мордой, волжанин 627020, который так любит автобус-мастер, и ЛиАЗ-6212. Вот и вся колонна. Что? И это все, ведь у них есть огромная коллекция крутых автобусов, и это все, что нам показывают. Безобразие. Где ХЕС? Где ХЕС? Где Mercedes O345G? Безобразие. Ужас. Ужас. Но не ужас, ужас, ужас.
высадил ребят неподалеку от места дислокации колонн. И вот теперь пытаюсь припарковать машину, а это невозможно. Потому что мест ровно 0. И сейчас я еще буду колесить, как идет по Петербургу, в поисках парковочного места. Так, этот чувак выехал, и надо теперь быстренько влепиться в его место. Так, давайте проезжать тут как-нибудь. Я никуда отъехать сейчас не могу. Давай, проезжай. Все, надеюсь, что кто-нибудь меня не опередит. Стоп, этот фургон туда влез? Нет, мышь. Короче, получается, что всю колонну разбили на несколько частей. И вот это уже вторая колонна автобусов, которая как раз и едет все интересненько. Например, вот это Икарус 283, по всей видимости. Нет, это 280. У него поворотный задний мост, это 280. Вон 255, там еще какой-то Икарус есть. Короче, колонну разбили на несколько частей. Таким образом, мы все профукали, потому что вместо того, чтобы стоять где-нибудь в городе и ждать спокойно себе колонну, мы катались как идет на автомобиле. Единственный вариант, который может спасти ситуацию, это потом отснять колонну по дороге обратно. Потому что в противном случае у нас не будет фоток. Вот и все, вот и все дела. Короче, я понял, что автомобиль это была довольно глупая идея в сложившейся ситуации. Собака, ну зачем ты влез на занятый перекресток? Как я таких ненавижу, бомбит меня как старого деда. Не лезьте никогда на занятый перекресток, как вот этот чувак. Теперь никто не может проехать из-за него. Так, что мы здесь имеем? Это Икарус 255, по всей видимости. Это у нас красавчик 283. Дальше у нас, рискну предположить, что тоже 255. Перед ним какой-то малиновый Икарус 250. Мне сюда, скорее всего, повернуть направо не получится. Не может быть! Я нашел стоянку на Литейном проспекте. Где-то примерно в минутах в 5 ходьбы от места проведения фестиваля. Я завершил аренду, машину эту сдал, больше она не понадобится. Потом, в случае чего, возьмем другую. Как вы уже поняли, я ни черта не сфотографировал. Ни черта. Вот просто ни черта. Все автобусы проехали мимо меня, и я только мог на них облизнуться, и все. Лавандовый раф. Наконец-то я выпил свой любимый вкусненький десерт, и теперь я успокоился после эпического провала с этими несчастными автобусами. Наконец-то, найдя, куда припихнуть эту несчастную машину, профукав всю автобусную колонну до последней, профукав почти все интересное, что было вообще на маршруте, выяснив, что была вторая колонна троллейбусов, хотя мы сфотографировали только 3 штуки, я наконец-то оказался на улице Белинского, где поедет сейчас вторая колонна трамваев. Но хоть что-то я все-таки сегодня из этого несчастного ретро-феста сфотографирую. По всей видимости, придется ехать в Петербург еще раз на следующий ретро-фест, так что ждите новый контент. И не забывайте подписываться на мой личный телеграм-канал, потому что сегодня я опубликовал туда кружочки с видосами о своих текущих похождениях. Прям супер-мега оперативно, прям вот сиюсекундные эмоции. Например, там были вот такие кружочки. Так, короче, пока я искал парковку, я выехал на Невский проспект и к своему большому и глубочайшему разочарованию увидел, что там едет вторая часть колонны, в которой все остальные автобусы, Икарусы, там специальная фотографическая операция полностью провалилась, полностью. И я до сих пор не нашел чертову стоянку, чтобы машину эту где-нибудь припихнуть. Подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Мы все еще на улице Белинского и ждем оставшиеся трамваи, часть из них уже проехали. И кто, собственно говоря, мы? Это я, а также вот эти все товарищи, вот эти вот воробьи, которые залезли на забор, а также вот этот чувак. Где-то я тебя видел. Слушай, где же я тебя видел? Я хер его знает, где ты меня видел. Но я тебя тоже где-то видел. Даже не знаю, где ты мог меня видеть. Может быть, в Хабаровске? Ну чем ты смеешься? Мне так по кайфу. Я понял. А это местная гопота. У кого отжали фотики? Признавайтесь. За управлением данного уникального трамвая был водитель Сергей Старцев, лучший водитель трамвайного парка номер 3.
Так, ну все, наконец-то я иду на этот несчастный фестиваль, наконец-то до него доберусь, надеюсь, что получится там что-нибудь сфоткать, хотя там по-любому будет много людей, да? Там будет много людей? Там будет дохерища народа. А еще там будет очень много автобусов. Просто, я не знаю, космическое количество. Нигде, наверное, в России нет такого, знаете, как это? Нет. Такой вселенной автобусов, количество. Да, вселенная. Где автобус-мастер? Ты где? Где мы тебя потеряли? Вот когда ты нужен, тебя нету. Так, ну, пожалуй, начнем осмотр экспонатов. Вот это самый интересный, на мой взгляд, трамвай. Называется он ГМ-33, грузовой моторный. Переделан в 1979 году из пассажирского трамвая ЛМ-33. Как видите, у этого трамвая есть такая вот бортовая платформа с откидным деревянным бортом. То есть это как обычный грузовик. А здесь у него такая вот кран-укосина. Можно, например, с помощью этого крана грузить в кузов рельсы, другие материалы и выполнять хозяйственные работы какие-то. Ну а сейчас в вагон загрузили вот эту дрезину. Не знаю уж этим краном или каким-то другим. А что же это за дрезина такая? Может быть, вот этот молодой человек нам расскажет. Ты знаешь, что это такое? Ну да, это мотодрезина Т-18, родом из Чехословакии. Имеет мотоциклетный двигатель, то есть сама передвигается по рельсам. Имеет башню с двумя спаренными пулеметами. Ну, давай начнем с того, что это реплика. То есть это она не настоящая. То есть воссоздали по реальным чертежам. Двигатель здесь стоит от Иж Юпитер. Ну, не, хорошая машина, мне очень нравится. Следующий интересный для меня экземпляр — это тоже грузовой вагон Г-67. Вот такая вот платформа с двумя кабинами управления, прошу заметить. И также здесь есть, видимо, остатки крана-балки. По всей видимости, вот здесь ездил кран когда-то, сейчас крана нет. Выяснил, что этот трамвай называется ГМУ, и кто нам об этом расскажет? Вот ты расскажешь. Это трамвай ГМУ, сделанный в 1940-м. Сделан он был из вагона пассажирского, то есть вагон это был начальник. В блокадные годы этот трамвай перевозил экспонаты из музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Переходим к следующему экспонату. Это поезд из довоенных вагонов МС-4 и прицепной МСП-3. О нем нам сейчас расскажет наш подписчик. Пожалуйста, вам слово. Сделан он в 1932 году. У него воздушные тормоза, а также в нем присутствуют стоп-краны, что самое довольно-таки интересное в нем. Там есть зарубка на 1 метр, то есть дети, которые были меньше метра, проводились в трамвае совершенно бесплатно. На нем присутствует звонок для кондуктора, который оповещал по этому звонку о старте трамвая, либо когда трамвай тормозит. А о старте, соответственно, что все люди зашли и трамвай готов отправляться. Так, ну смотрим, что здесь еще есть. Здесь есть, во-первых, огромная толпа подписчиков, которым я шлю привет. А это у нас ЛМ-68, который мы сфотографировали там на этой улице. Я уже забыл, как она называется, потому что кое-кто много болтает. Трамвайная система Петербурга интересна тем, что здесь всегда были трамваи своего собственного производства. Был здесь такой завод, Петербургский трамвайно-механический, который благополучно закрыли сравнительно недавно. Ну, например, вот это вот вагон ЛМ-49. Как следует из названия, это ленинградский моторный, производство которого началось в 1949 году, а закончилось в 1960. Ну и, кстати, этот вагон работал, как ни странно, не только в Петербурге. Такие вагоны еще были на Урале, например, в Магнитогорске, в Новокузнецке. Закончилась их эксплуатация в 1987 году. Следующий петербургский трамвай — это аквариум, так называемый. Получил это прозвище, потому что у него стекла есть не только на боку, но еще и на крыше. А называется он ЛМ-68. Как следует из названия, выпускался он с 1968 года и закончился его выпуск в 1974 году. А эксплуатировались они до 1988 года. И, кстати, тоже эти вагоны были не только в Петербурге, но и в ряде других городов. Давайте посмотрим, например, в каких они были. Просто прочитаем уже это по бумажке. Помимо Ленинграда, такие вагоны можно было встретить в Горьком, то есть в Нижнем Новгороде, в Ташкенте, в Саратове, Магнитогорске, Архангельске, Нижнем Тагиле, Череповце и казахском городе Темиртау. Вот такой вот интересный вагон. Давайте же зайдем в него и посмотрим, что у него внутри интересного. И он полностью оправдывает свое прозвище аквариум. Здесь очень светло за счет вот этих вот верхних окошек. Просторный салон. Ну и, конечно же, здесь много хромированных деталей. Вот это у нас ЛМ-68 аквариум. Это подписчики. А это ЛМ-68М, он же Машка. Это логическое продолжение аквариума, только более простое. В нем нету вот таких вот крышевых окошек. Года выпуска с 73 по 88, и этот трамвай стал самым массовым
из всей линейки продукции Петербургского трамвайно-механического завода, ну, как он сейчас называется. А когда выпускались эти трамваи, назывался он вагон-ремонтный завод. Я эти вагоны еще успел сфотографировать на маршрутах Петербурга. Есть у меня, например, вот такая классная фотография, где поезд из 2 вагонов ЛМ-68М. Но, честно говоря, внешне они мне никогда не нравились. Мне они кажутся примитивными, эти все ЛМ, в частности, вот 68М. И ЛВС-86 тоже. Они, конечно, интересные, такие атмосферные, со своим питерским настроением, но совсем некрасивые. О, приспособление для компостирования билетов, он же компостер. В Москве я такие тоже помню, они были, но давно-давно их уже нет. Интересный факт. Степана. Эх, жалко, что сегодня нет со мной автобус-мастера, ведь здесь столько классных автобусов, много икарусов, его любимые волжанины, в том числе 6270.20, МАЗ-103, и чего здесь только нет. Жалко, что он не сможет нам об этом всем рассказать. Постойте, он сможет нам рассказать об автобусах с помощью магии монтажа. Нет, к сожалению, он так и не смог ничего рассказать, потому что к нему внезапно ворвалась семейная жизнь и все такое. Можете его с этим поздравить. Но мне ничего не остается, кроме как рассказывать об автобусах на этой выставке самостоятельно. Правда, не о всех подряд автобусах, а только о тех, которые мне лично интересны. Потому что на все автобусы никакого видео не хватит. И начнем мы с автобуса ЗИС-127. Это первый советский междугородний автобус, который строился после Великой Отечественной войны. А до наших дней сохранилось всего лишь 3 экземпляра. Один это вот этот красавчик зеленый, который был отреставрирован в 2024 году. Есть также отреставрированный экспонат в Эстонии. Ну и еще один есть в Москве. Ждет своего часа на так называемой музейной площадке Мосгортранса. Где-то гниет под забором. А этот суперхромированный красно-желтый красавчик называется ЗИС-155. Такие автобусы строились с 49 по 57 год. На сегодняшний день сохранилось 10 автобусов ЗИС-155. 4 штуки в Москве, 2 в Санкт-Петербурге, 2 во Всеволожске, в музее битвы за Ленинград. Также есть в Киеве отреставрированный до ходового состояния автобус. А еще в городе Глухов Сумской области установлен на постамент ЗИС-155, который чуть ли не до 2000-х годов работал развозкой в селе Положки. Переходим к следующим экспонатам. Это, например, затылок. Справа вы видите затылок, лицо, затылок. Все фоткают, все смотрят на автобус. Естественно, это же ретро-фестиваль. Вот он, ПАЗ 672М. Между прочим, интересен тем, что когда только-только появился Classic Bus, производитель масштабных моделей автобусов за адекватные деньги, первая модель, которую они выпустили, был именно ПАЗ 672М. Что можно видеть внутри? Ну, типичный пазик, у него маленькие сидушечки для карликов, моторный отсек справа от водителя. Наверняка, когда они ездили и возили пассажиров, водитель клал туда тоже монетки. Ну, естественно, какая же выставка автобусов без ЛЯЗа 677М. Вот он, красавчик, стоит оранжевенький, такой с флагами. Это тоже самый массовый, самый известный советский автобус. Но я даже не вижу смысла что-то еще подробно про него рассказывать. Посмотрите мое видео про Арзамас, что ли, 2020 года, в котором мы специально ездили в Арзамас, чтобы покататься на последних линейных ЛЯЗах 677. Ну, естественно, в автобусе куча желающих посмотреть, посидеть. Ну, это нормально, это выставка ретро-техники. Ну, жалко, что я не смог посидеть ни в одном автобусе, потому что я бегал как ошпаренный, снимал контент. Лучше бы я, наверное, посидел в каком-нибудь автобусе. И следующий экспонат не эта красотка, а вот этот замечательный автобус Марс какой-то там. Я, честно, понятия не имею, как называется этот Марс. Но, короче, я могу только сказать, что такое Марс. Это Мичуринский авторемонтный завод, который в 90-е 2000-е годы славился тем, что выпускал автобусы отвратительного качества, которые, на удивление, до сих пор можно встретить, но очень-очень редко в некоторых российских городах, которые еще и возят пассажиров. Но это дичайшая редкость. Дело в том, что автобусы Мичуринского завода, они славились просто отвратительным качеством сборки, поэтому крайне мало экземпляров дожили до наших дней. Ну, хорошо, что хоть один из них представлен на выставке, ведь это настоящая экзотика. Нельзя сказать, что эти автобусы были массовыми, поэтому удивительно, что один из них можно вживую потрогать, походить по нему, посмотреть, какие у него интересные двери. Очень похож, конечно же, на ЛЯЗ 5256, но вот этот интересный автобус действительно достойно упоминания. Это называется ВМЗ Олимп. Интересен тем, что является троллейбусом, переделанным в автобус. В то время как обычно это троллейбусы делались из автобуса, так нет. Здесь, наоборот, сделали автобус из троллейбуса. ВМЗ 5298
Авангард, по-моему, этот троллейбус изначально назывался. И вот из него сделали автобус Олимп. Встретить такие автобусы до сих пор можно в Вологде. Видео из которого вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. Впрочем, на момент публикации еще не можете, но когда я сделаю это видео, здесь появится ссылочка. В общем, автобус ВМЗ Олимп, низкопольный автобус на базе троллейбуса ВМЗ 529801 Авангард. Ой, как развидеть это чудо-юдо под названием Альтерна 4216. Зато это чудо-юдо имеет свою историю, целую вселенную автобусов Альтерна, о которой не расскажу в двух словах, но я все-таки попробую. Короче, в начале 90-х годов была такая фирма Альтерна, которая разработала супер-мега дешевый и простой в производстве автобус, целую линейку, в которой были и пригородные, и городские, и сочиненная гармошка, и, прости господи, аэродромный автобус. И все это хозяйство строилось с 1992 по 2002 год на разных заводах, включая, например, Ликинский автобусный завод. Из 500 построенных автобусов можно сосчитать по пальцам все сохранившиеся экземпляры. Например, гармошек не осталось совсем. И вот один из автобусов представлен сегодня здесь, на этой выставке. Что можно о нем сказать? Дизайн покинул чат. Но зато в нем есть классная коллекция автобусов в масштабе 1.43, куча карусов, Лиазы 677 и, конечно же, Тянка. А это КАВС-3244, автобус на шасси грузовика ЗИЛ-Бычок, который строился в Кургане с 1996 по 2007 год. Построено от 1500 до 2000 экземпляров, до наших дней сохранилось около 40 штук, большинство из которых являются частными развозками. А этот трехосный здоровяк называется Волжанин 6270.00, и он считается самым большим односекционным автобусом в мире при длине в 15 метров. Такие автобусы строились в начале 2000-х годов в двух модификациях. 6270.00, вот это высокопольный автобус, а 6270.10 это автобус, у которого передняя и средняя площадка были с низким уровнем пола, а кузов точно такой же. А в основном они поставлялись в Москву и в Санкт-Петербург. Также довольно крупная партия оказалась в Волжском, где она работает и сейчас. Ну а Москва и Петербург избавились от этих автобусов к концу 2010-х годов. Некоторые автобусы перекочевали в города поменьше, например, вот в Псков, Великий Новгород. Там они тоже проработали недолго, и на сегодняшний день в качестве пассажирского Волжанина 6270 работает только в Волжском, а низкопольный Волжанин есть где-то в Воронеже, где работает на пригородном маршруте. А это не меньше легенды, чем ЛиАЗ-677 и Икарус-280. Автобус, который выпускался и в СССР, и в России с 1986 по 2021 год. Построено их было 48 623 штуки в различных модификациях, включая городские, пригородные, междугородные, с такой мордой, с сякой мордой, с такими деталями, с другими деталями. И это ЛиАЗ-5256. Легендарный автобус, который был практически во всех российских городах. И по сей день продолжают эксплуатироваться экземпляры с рестайлинговой мордой в некоторых городах. И это, кстати, хороший повод напомнить вам о видео 2020 года, когда мы ездили в Арзамас, чтобы покататься на ЛиАЗах 677. Ну так уж вышло, что покатались и в 5256, записав на видео и увековечив тем самым их легендарный звук мотора. Обязательно посмотрите по ссылочке в описании. А теперь переходим к самому соку ретро-фестиваля, к автобусам венгерской марки Карус. И сегодня мы будем трогать много гармошек.
Икарус 255, который отличается от 256 тем, что у него ручная дверь. Естественно, он более старый. И потому более интересный и более редкий. Я за свою жизнь сфотографировал только один Икарус 255, совершенно случайно, где-то там в Москве. Но и все, больше я в жизни его не видел. Конечно же, это более интересная штука, чем 256. Потому что 256-х я видел много, а вот 255-й всего один. Итак, поднимаемся. Приборная панель. Ну, что можно по ней сказать? Приборная панель, как приборная панель, обычная. Посмотрите, какие пышные, трогательные сиденья. Если вы понимаете, о чем я. Да, детка, какие они трогательные, какие они мягонькие. Ютонг. Учитесь, как делать удобные сидушки. Икарус 280.33О. Модификация для Санкт-Петербурга, которая отличается планетарными дверями. Впрочем, такие же двери были на 280.64, на 280.48 были такие же двери. Чем они между собой отличаются, от черта их знает. На мой взгляд, они все одинаковые. Так, ну естественно, нужно засунуть нос в Икарус 283.20. Подробнее об этом автобусе рассказывать нет никакого смысла, потому что есть же чудесное видео о Саратове, где мы катались на таком автобусе, когда он еще возил пассажиров. В 2025 году саратовскому Икарусу 283 повезло. Его выкупили ребята из Мост Ретро Транса, так что очень скоро он будет возить экскурсии по Москве. Не забывайте подписываться на соцсети Мост Ретро Транса. Ну а следующий автобус — это Икарус 435. У меня он еще нигде не фигурировал, потому что я нигде на нем не катался. Ну, кроме, конечно же, Москвы. В Москве-то я на нем катался в свое время, но не снимал видос тогда. Попытка завода Икарус сделать более современную версию автобуса. У данного автобуса двигатель переместился уже, насколько я знаю, в прицеп. Он стал с пониженным уровнем пола, не низкопольным, но уровень пола стал пониженный. И этот автобус уже соответствовал на момент постройки более современным стандартам, чем Икарус 280. Конечно же, он не был таким массовым, как 280 серия. Больше всего их было, конечно, в Москве. Вот такие вот сиденья, напоминающие сиденья в автобусе ЛиАЗ-56. И что еще интересно, задняя дверь очень узкая. Вот такой вот интересный автобус Икарус 435. Строились они там конец 90-х, 2000-е годы. К сожалению, завод Икарус они спасти не сумели. Ну, пожалуй, на этом-то мы и будем закругляться. Я надеюсь, вам понравился такой формат, где я, как чертов комментатор, смотрю собственное видео, записываю свой голос, а потом это накладываю в редакторе. Пишите, понравился вам такой формат или нет. Потому что я раньше так не делал. И передайте мой дизлайк автобусмастеру, что он так и не записал для меня свою авторскую озвучку с экспертным мнением про все эти чудесные автобусы. Самые прикольные экспонаты — это Mercedes-Benz O345G и HES, которые буквально на днях вышли у меня на канале в видосе про Псков. Это как раз те два экземпляра. Ты же хотел не светиться в моем видео. Что вы здесь делаете, блин? Сейчас, я забыл, что хотел сказать. Но самый интересный экземпляр для меня сегодня — это бывшие псковские автобусы. Mercedes-Benz O345G Connecta, о котором я рассказывал, точнее, о котором автобус-мастер рассказывал. Видео про Псков смотрите по ссылке в описании. И вот этот замечательный оранжевый швейцарский HES, о котором тоже есть подробный рассказ на моем канале. Разумеется, я не рассказал вам даже о половине всех этих прекрасных автобусов. Без внимания остались Таджикистан, санитарный Пазик, легендарный МАЗ-103, Волжанин 5270 и куча всего еще. Невозможно про это все снять видео и запихнуть в один фильм. Но зато можно написать статью с фотографиями, что я сделал. Проходите по ссылке в описании в Дзен и читайте мой фоторассказ об этом фестивале. Помимо всего прочего, на сегодняшней выставке присутствует троллейбус «Шкода». Только его здесь не продают, а только показывают. Как вы уже поняли, это бывшая машина из Великого Новгорода. Зимой 2024 года ее перегнали в Петербург, и она стала частью местного музея электротранспорта. Пока что троллейбус не успели отреставрировать, но скоро его ждет светлое будущее. Его наверняка покрасят, и он будет ездить в составе праздничных колонн на другие уже ретро-фестивали. Но пока что он выглядит вот так. Замечательно, что эту интересную машину сохранили. Хотелось бы, чтобы в Великом Новгороде тоже остались Шкоды, которые там до сих пор ездят, но чтобы они оттуда никуда не исчезли, например, в Металлолом. И не забудьте посмотреть видео про Великий Новгород вот здесь, если по какой-то невероятной причине вы его еще не смотрели. Там я подробно рассказал про Шкода и покатался в них, и вообще там очень классно. Есть здесь и троллейбус МТБ-82, советский троллейбус, который выпускался на заводе имени Урицкого после Второй мировой войны. И этот троллейбус можно было встретить во многих российских городах. Вот любой город, в котором в 50-е открывалось троллейбусное движение, там обязательно были МТБ-82. Неоднократно я упоминал их в своих видео. Давайте же посмотрим, что внутри у этого красавчика. Здесь только выход, вход во вторую дверь. Понятно, вход во вторую дверь. Вот и посмотрим, что внутри у троллейбуса. Ну, мы засунем нос вот через окно
И на этом, пожалуй, нам хватит. Ну, как видите, у него здесь 2 ряда двойных диванов, то есть стоящих мест в нем нет, ну и не надо, наверное. Такая была концепция у троллейбусов в советское время. Вот такая вот довольно узкая дверь. Ну, такой троллейбус был, что поделаешь. Естественно, высокий пол, коллекторный двигатель, контактная система управления. А как еще может быть в советских троллейбусах? Хромированные поручни. И сейчас протестируем сиденье. Оп, какое оно мягкое, я чуть не провалился. Сиденье прямо как в вагонах серии Е было в Москве, в московском метро. Это было просто обалденно. Вот такие сиденья в этом троллейбусе. Кабина здесь отделена от пассажирского салона. Посмотрим, что она из себя представляет. Ну и, конечно же, обилие всяких хромированных, блестящих деталей просто поражает. Это так классно, когда на троллейбусах есть блестяшки. Например, вот такая вот эмблема СССР. Здесь вот у него написано МТБ-82, такая деталь прикольная. Ну разве на современных троллейбусах такое есть? И такой вот красивым шрифтом нанесенный бортовой номер, хромированные ободки фар, как все как полагается. В общем, очень красивая советская машина. МТБ-82. Так, вот тоже интересный троллейбус ЕТБ-2. Это троллейбусы 40-х годов. Были еще ЕТБ-1 более старые. Но в Петербурге были вот ЕТБ-2. Всего около 40 штук. Конкретно у этого троллейбуса непростая судьба. После списания его приобрели то ли на какую-то дачу, то ли в какую-то деревню, где он постепенно превратился в кузов. И вот в 2017 году его обнаружили энтузиасты и восстановили. И теперь он выглядит как новая конфета. Давайте залезем в эту конфету и посмотрим, что у него внутри. Вот такой вот небольшой троллейбус красивый. Интересно, что у него дверь в кабину водителя находится как в автобусах ПАЗ-672 или ПАЗ-3205. То есть дверь в кабину водителя с другой стороны кузова находится, а не из салона заходит водитель. Вот, кстати, обратите внимание, здесь есть, рядом стоят троллейбусы ЕТБ-1, а вот это ЕТБ-2. То есть в Питере есть и то, и другое. А вот как выглядел этот троллейбус до реставрации. То есть, посмотрите, ребята просто сделали из этого сарая вот эту вот шикарную просто конфету. Это огромная работа, я очень ценю такие труды. И ставлю всем причастным 100 миллионов тысяч и 1 лайк. А теперь давайте залезем в этот классный троллейбус, посмотрим, что у него внутри. Помимо большой толпы людей. Естественно, в нем есть классные диваны, как в вагонах серии Е в троллейбусе МТБ-82. Салон уже не такой большой. Есть у него сиденье расположено боком, как в метро. В МТБшке таких не было. Ну и много деревянных элементов. Вот здесь вот такие деревянные элементы есть, что очень необычно для троллейбуса. Двери тоже деревянные. Такой вот замечательный троллейбус. Такие вот красивые плафоны в нем. Интересно, где их достали. Хромированные поручни. Всякие ручки, рукоятки, защелки. Ну и вот такое рабочее место водителя. Давайте сейчас посмотрим еще кабину водителя в троллейбусе ЕТБ-2. Вот такая замечательная ручка. Господи, какая она красивая. Где ее взяли, интересно? Неужели где-то на задворках нашлась? Какая она красивая, просто как в старых лифтах. Вот такая вот здесь интересная система подъема в троллейбус. То есть нужно поставить ногу сюда и как в грузовик залезть. Вот такое вот сиденье. Такое очень мягкое. Все деревянное. В общем, что еще тут сказать? Просто любуйтесь на эту красоту. Так, вот еще один интересный экземпляр. Это фантом троллейбуса МТБ-82, сделанный специально для детей, чтобы они могли покрутить, тут поиграть, понажимать всякие кнопочки, без опасных последствий для настоящих экспонатов. Где-то лет 10 назад раму этого троллейбуса нашли, привели ее в нормальное состояние, ну а кузов восстанавливать не стали и сделали вот такой вот, типа, каркас троллейбуса. И теперь это отличная игрушка для детей. Здесь, похоже, даже можно покрутить руль. Дайте, пожалуйста, мне покрутить руль. Так, а вот этот красавчик называется ЗИУ-5. Выпускались эти троллейбусы с 59 по 72 год. И построено их больше 16 тысяч, так что троллейбус очень массовый. Поскольку он советский, естественно, в нем много всяких хромированных красивых деталей. Например, у него, опять же, вот эти ободки хромированные, вот такая вот эмблема классная со звездой. Идеально натертый, просто супер красиво. Опять же, красивый шрифт. Просто неужели столько художников работает? Почему сейчас так не делают? Вот эти вот такие вот круглые фары, то есть такое выражение лица у этого троллейбуса, есть такая вот улыбочка у него есть в виде этого бампера. Он очень приятного цвета, мне нравится такой цвет, классно. Вот такая вот у него табличка маршрутная. И теперь заходим внутрь. Так, вот такая компоновка, 2 здесь и 2 здесь, как в МТБ-82. С той лишь разницей, что вход в кабину здесь через пассажирский салон. Ох ты, посмотрите, какой вкусный ПАЗ 3205. Я, конечно, не поклонник пазиков, но этот просто шикарный. Смотрите, какой он красно-белый, такой весь четкий.
Надо обязательно его сейчас облазить со всех сторон. И самое главное, вокруг него нет аншлага, его можно спокойно сфотографировать. И почему только никто не идет его фоткать? Вот я и сфоткаю. Смотрите, какая цаца. Вау. Выпускались с 1989 по 2003 год, но это 3205, а сейчас выпускаются другие, там 32050, какие-то там еще. Короче, эти автобусы еще выпускаются, но в немножко другом исполнении. Время близится к 18 часам, а значит и выставка тоже близится к завершению. А значит, нам нужно искать локацию, где мы сфотографируем все это добро, когда оно поедет по своим депо и паркам. И потому что, как вы уже знаете, ничего я не сфотографировал толком днем, когда ехала колонна. И очень хотелось бы снять все эти автобусы. Поэтому сейчас посмотрим. Пойдем сейчас на Садовую улицу и разузнаем, где-то можно все это добро сфотографировать. Собирая по крупицам информацию у разных водителей, у разных компетентных экспертов, мы выяснили, что все автобусы, или, по крайней мере, большая их часть, будут поворачивать сейчас вот на этом перекрестке, получается, с той стороны туда, на Садовую улицу с Невского проспекта. И здесь они будут ехать по солнцу, поэтому мы попробуем это добро здесь сфотографировать. На этот раз, я надеюсь, хотя бы что-то будет сфотографировано нормально. Еще одна беда в копилку Санкт-Петербурга. Пока мы пытаемся дойти до этого перекрестка, здесь столько людей, и в Петербурге ужасно узкие тротуары. А вот автомобильные проезжие части широченные. Не пора ли Петербург сделать туристически ориентированным и сузить все эти несчастные проспекты, оставив по 2 полосы в каждую сторону? А? Как вам идея? Классная? По-моему, классная. Как тебе идея? Хорошая, еще за СД бесплатно. Вот все, меня поддерживают. Так, вот здесь просто катастрофа. Здесь вот эти вот автомобили с Невского проспекта поворачивают направо всегда. У них даже нет фазы, когда они стоят, поэтому придется сейчас, видимо, идти по Садовой улице и искать еще одно место, потому что здесь огромный риск, что все фотографии будут запороты. А я не хочу запороть такие важные фотографии. Мы сфотографировали на Стенной площади какой-то подвижной состав. Это даже не 5% того, что было надо сфотографировать. Естественно, я недоволен. Полное безобразие. И теперь мы на Садовой улице ищем кофе и вкусняшки, чтобы хоть ненадолго отвлечься от этих всех автобусов, троллейбусов, трамваев. ЛиАЗ 5256.25, ЛВС 86К, Икарус 280.33О, Икарус 283, Волгобас 6270.20. Да у меня уже просто скоро кукуха поедет от всех этих наименований. Сегодня, видимо, они будут сниться мне в ночных кошмарах. С одной стороны, я, конечно, устал после тяжелого дня, а с другой, я в Санкт-Петербурге. Но разве могу я позволить себе просто тупо приехать в гостиницу, не пофотографировав на закате различный транспорт здесь, на Московском проспекте? Ну, собственно говоря, неподалеку от гостиницы, где я буду ночевать. Ведь здесь столько транспорта. ЛВС 2005. А, нет. ЛМ 2008. ВМЗ 529801 «Авангард». ЛиАЗ 5292 со старой мордой, но в бирюзовой, а не в надоевшей московской синей окраске. Тролл за мегаполис. А пока я околачиваюсь на Московском проспекте в поисках интересного транспорта, вы можете подписаться на другие мои соцсети. Ведь кроме YouTube у меня есть Дзен, где я публикую фотографии и рассказы в текстовом формате. Есть группа ВКонтакте, где я публикую короткие заметки, а также фотографии. И есть Boosty, где я публикую платный контент. И есть телеграм-канал с оперативными новостями моего блога. А я фотографирую ЛВС 2005.
завершить сегодняшний день обзор гостиницы, а точнее дома, квартиру в котором мы снимаем. Вот он, этот красавец, Мариинская улица, дом 7Б. Посмотрите на это потрясающее здание. Каменное здание довоенных времен. К сожалению, год постройки, архитектурный стиль найти не удалось, поэтому извините. Кстати, прошу обратить внимание, что скоро белые ночи. Вот время и вот освещение. Только что я фотографировал автобусы с выдержкой 1/400. Такой вот Петербург, удивительный город. И всего лишь через месяц здесь будут белые ночи. Надеюсь, что я смонтирую это до того, как будут белые ночи, но рассчитывать на это, конечно же, не стоит. Итак, прежде чем попасть в квартиру, нужно пройти через вот этот замечательный туннель. Я сознательно не называю эту конструкцию аркой, потому что арка, по идее, должна быть скругленная вверху, а эта штука квадратный проем имеет, поэтому туннель. Мне кажется, так логично. А вы что думаете? Вот такой замечательный туннель. Здесь есть даже освещение, которое в данный момент не используется. И мы попадаем во двор, в котором сейчас вы увидите сами что. Да, по сути, здесь в этом дворе и ничего. В этом дворе есть парковка. Вот она парковка, небольшой сквер, клумбы и парковка. Вот такой замечательный двор. Вот такой здесь подъезд, ничего особенного. Итак, заходим. И первое препятствие, чтобы попасть в подъезд, это ступенька. Но это советское здание, поэтому ему простительна ступенька. Другое дело, когда в современных домах делают кучу ступенек, огромных лестниц, чтобы просто зайти в подъезд. Никак не могут научиться делать дверь в одном уровне с тротуаром. Но только не надо рассказывать мне сказки, что это все спасает от потопов. Ведь дома с нормальным уровнем дверей тоже существуют. А это значит, что те, кто строит дома с высоким уровнем дверей, так себе строители. Идем дальше. И такая вот здесь дверь, очевидно, это какая-то новодельная дверь, потому что наверняка здесь изначально была красивая. Обратите внимание, здесь есть вот такая табличка с указанием, какие квартиры на каком этаже. Очень удобно. У меня есть магнитный ключ. И вот здесь такая вот штучка, чтобы тянуть, не знаю, как это назвать. И мы заходим в подъезд, который просто огромного размера. Здесь сразу же начинается лестница. Обратите внимание, какая красивая здесь вот эта вот балюстрада, или как это правильно называется, с такими витыми железными прутьями, с такими шариками. То есть кто-то заморочился, свалил эту конструкцию, и получилось довольно красиво. И здесь такие вот огромные лестничные площадки, что аж можно поставить целый велосипед. Окна здесь новые, хорошо. Ну, конечно, в историческом здании лучше ставить коричневый пластик. Говорю это вам как эксперт в области всего. Правда, в большинстве областей я диванный эксперт, но у меня же все-таки может быть свое мнение, правда или нет? А вот двери в квартиры здесь оригинальные, деревянные. По крайней мере, вот эти две. И это просто замечательно. Люблю деревянные двери. И не понимаю людей, которые их обязательно ломают. Хотя вот эта дверь тоже ничего. А наша дверь выглядит вот так. Деревянная крашеная дверь. Всем привет, я дома. Надеюсь, что никого нет, и я смогу, как в том видео про Южный порт, посмотреть на фотографии. Итак, рум-тур. Здесь есть такой вот классный шкаф, куда можно сложить, например, не знаю, мои тапки. Вот здесь вот есть таинственная дверь, за которой находится кладовка. Очень удобно, на мой взгляд. Дальше здесь есть еще одна таинственная дверь, за которой находится ничего. Так, вот эта не таинственная дверь идет в санузел. Здесь все настолько идеально, что даже не к чему прикопаться. Кухня тоже просто замечательная. Она огромная, здесь высоченные потолки, как, в общем-то, и во всей квартире. Вот такая вот газовая варочная панель, микроволновка. На кухне имеется холодильник, в котором ничего нет. Действительно, ничего нету. Почему в этой классной гостинице в холодильнике нету стаканов и бутылок, наполненных какими-нибудь хорошими напитками? Вот, ты так себе доколебался, да? Ну ладно, может хотя бы под раковиной какая-нибудь плесень есть, чтобы доколебаться хоть до нее? Ничего, вообще ничего, все просто замечательно. Ставлю это гостиница 0 отелей Hilton из 10, потому что здесь маленький... Кого я обманываю? Камон, это отличная гостиница. Это самый скучный обзор гостиниц на канале Блог ЖД Фотографа. Заставка. На закате дня мы вышли в город, чтобы найти, например, котлетку с пюрешкой. Покушать перед дальней дорогой в Великий Новгород и в Москву. И вам знакомо это чувство, когда там ЛВС 2005, а я сегодня сфотографировал только 2 ЛВС 2005, хотя хотел сфотографировать 67. Надо вернуться за фотиком. Хотя стоп, если сейчас я пойду за фотиком, я не дойду до кафешки. Идем в кафешку. Там еще один. Нет, все-таки надо за фотиком. Хотя ладно, нет, я сильнее этого. Я не буду фотографировать больше никакие трамваи. Я пойду в кафешку. Я сильный, я справлюсь.
от поездки в строллизом мегаполисе олдскулы сводит. Сейчас послушаем, как она звучит. И, между прочим, троллейбусы в Петербурге летают ого-го, не хуже, чем в Минске трамваи. Вот смотрите сами. О, разгоняется. Звук тиристорной импульсной системы управления, звук мотора. Да, детка, ностальгические чувства. Хотя недавно ностальгическими были чувства, когда едешь в ЗИУ-682, а тут уже мегаполис. Время так быстро идет. Следующая остановка – станция метро. Это видео подходит к концу, но история не заканчивается, ведь на следующий день мы поехали в Великий Новгород. О нем и будет следующий сюжет, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы смотреть его в первых рядах. Или можете пройти по ссылке в описании и посмотреть полную версию этого видео в Бусте, где оно появилось еще в июне, спустя месяц после съемки. Не забывайте писать комментарии и ставить пальцы вверх, чтобы алгоритмы продвигали это видео и показывали его новым зрителям. А я с вами ненадолго прощаюсь. До новых встреч и спасибо за просмотр.